конце мая 23 года ко мне вновь приехал мой друг Игорь, с которым мы уже неоднократно путешествовали по Уралу. В этот раз мы отправляемся в Пермский край почти на неделю и планируем посетить несколько весьма интересных достопримечательностей этого региона. Путь нас ожидает не близкий. До поселка Яйва 500 километров и немногим более 8 часов неспешной езды. Как и в прошлый раз, когда мы ездили по этой же дороге на Вишеру, останавливаемся на отдых в интересных местах, тем более, что для Игоря они все в новинку. Кстати, одно из мест, которые мы посетим в самом начале путешествия, было выбрано именно им и изначально являлось ключевым, но обо всем я расскажу по порядку. Само путешествие получилось весьма насыщенным и увлекательным, а мы в очередной раз были в восторге от Пермского края и его красот. Ой, тут у нас ритуалы всякие, смотри, что. Скалы везде торчат по берегам. В 4 часу дня добрались до Яйвы, и поскольку заканчивать часть маршрута мы будем здесь же, оставляем машину на стоянке у Магнита, а сами пересаживаемся на такси. Ехать нам нужно до моста через реку Чаньва, по дороге, ведущей к поселку Скобкордное. Расстояние 35 километров. Здесь постоянно ездят грузовики, поднимая клубы пыли. Приходится закрывать окна. Через час с небольшим приехали на место. После целого дня в сидячем положении на рюкзаки даже не хочется смотреть, но сегодня надо пройти еще около 5 километров. Стоит жара, выдвигаться не спешим. Для начала решили посмотреть на реку. По ней вскоре нам предстоит сплавляться. Воды в Чаньве достаточно. Она чистая и прозрачная, приятно посмотреть. Короче, здесь отчаянно еще женятся на Чаньве. Вот здесь некая Аня и некий Дима состоялись в браке. О чем свидетельствует вот данный ржавый замок фирмы Булат. Здесь вот неименной. Также решили посмотреть место стапеля. Удобно ли будет отсюда начинать сплав, и уже в 6 часу вечера мы были готовы выдвигаться. 17:05, мы встали под рюкзаки и отправляемся в сторону первой пещеры. Пещера называется Вагульское капище, или просто Вагульское, или Чаньвинское. Большую часть пути дорога неплохая. Можно было бы проехать на машине, но водитель вести нас отказался, потому что этой дороги он не знает. Что-то черное, да? Вот может туда зайдем и там, если что, можно. Водное снаряжение почему-то не додумались оставить у моста, поэтому рюкзаки достаточно тяжелые и идти быстро не получается. Вдобавок к этому очень сильно изнуряет жара. Через некоторое время рядом с дорогой увидели памятник. Непонятно, то ли это могила, то ли просто памятник на месте гибели. Гудовщиков Сергей какой-то. На табличке написано «Гудовщиков Сергей Пангинович» и годы его жизни. Может, кто созревал. Вскоре дорога свернула влево и начался подъем. Затем на развилке мы опять свернули влево на более узкую дорогу, которая, наоборот, шла вниз. Это, говорит, наверное, зайчик. Там какая-то кракозябра. Да, говорит, зайчик. Дорога привела нас к стоянке. Здесь мы будем ночевать. В 100 метрах от нее протекает небольшая река Копюшка, приток Чаньвы. Вода вкусная. Вода не только вкусная, но и очень освежающая. С большим удовольствием умываемся и пьем. В пещеру собираемся идти сегодня. От стоянки до нее примерно 1 километр. Но для начала решили поставить палатки и убрать в них вещи. Место здесь не самое удобное. Видно, что сюда чаще приезжают на транспорте, нежели приходят пешком. Тем не менее, пару небольших более-менее ровных клочков земли нашли. Чтобы не терять времени даром, порядок внутри наводить не стали. Просто закинули в палатки рюкзаки, взяв только самое необходимое. Я тебе сейчас все задублю. Примерно в половине 8 вечера отправились к пещере Вагульское капище. Путь проходит через уже знакомую реку. Стараемся перейти ее вброд, не замочив ног.
Вскоре тропа приводит нас к Чаньве, и до самой пещеры идет по ее левому берегу, через благоухающий хвоей лес. Надо какую-нибудь руку или что-нибудь там подложить надо. Меньше чем через 20 минут подходим к самой пещере. Прохлада сразу оттуда идет. Ага. Находится пещера на том же левом берегу Чаньвы, в нескольких десятках метров от воды. Первое, что привлекает внимание в Вагульской пещере, это размеры ее входа. По разным данным, высота входного грота 15-18 метров, а ширина достигает 30. Считается, что самый большой вход среди пещер Пермского края именно у этой. Как видно из названия, раньше пещера была священным местом у племен Манси. Вагулы – это их устаревшее название. Причем проводить обряды сюда приходили и издалека. Местные историки и краеведы говорят, что сам Артемий Бабинов в XVI веке разведал более короткий и простой путь в Сибирь благодаря именно этой пещере и вагульскому капищу, расположенному в ней. Однажды он случайно увидел вагулов, проводивших здесь обряды и жертвоприношения, а затем проследил за ними. Тогда в этих местах была непроходимая тайга без намека на дороги, а вагулы по берегам рек, избегая топких болот и густых зарослей, за короткий срок перешли на восточный склон Уральских гор. Царь Федор Иванович на тот момент искал наиболее удобный и короткий путь в Сибирь, поэтому Артемий Бабинов сообщил в Москву, что сможет проложить дорогу между Соликамском и Верхотурьем. Получив одобрение царя, 40 человек за 2 года проложили 300-километровый путь, который позднее стали называть Бабиновским трактом. Позднее Бабиновский тракт был удлинен до Тюмени и Тобольска, и до сих пор считается, что его создание серьезно повлияло на освоение Сибири. На протяжении многих веков это место считалось священным среди народов, населявших эти края. Проведенные в пещере раскопки показали, что святилище здесь существовало со времен Верхнего Палеолита. Толщина пепла, накопившегося от ритуального костра, составляла 2 метра. Также были найдены различные предметы быта, наконечники стрел, бронзовые фигурки и многое другое. Вагулы продолжали посещать свою священную пещеру до XIX века, но однажды одержимый борьбой с язычеством священник из села Верх-Яйва разрушил святилище, тем самым осквернив его. Вагулам пришлось искать новое место для обрядов. Идолы, стоящие в настоящее время у входа в пещеру, современные, поставлены туристами. Для посещения пещеры Вагульское капище никакого специального снаряжения не требуется, достаточно яркого фонарика. Длина ее небольшая, около 90 метров. Пещера является ландшафтным памятником природы Пермского края и входит в список особо охраняемых территорий. Вдоволь налюбовавшись этим уникальным местом, возвращаемся на стоянку. День подходит к концу, пора готовить ужин, кушать и готовиться ко сну. Сегодня на ужин готовим суп. Ничто не может так порадовать в конце походного дня, как это блюдо со свежим луком и чесноком. Варим на горелке, чтобы не терять времени на поиски дров и разведение костра. Суп, как обычно, из сушеных овощей и мяса, расфасован еще дома по пакетам на каждый прием пищи, все так же для экономии времени. Остается только залить его водой, дождаться, когда закипит, и поварить минут 15. Разлив суп по тарелкам, садимся трапезничать. Кушаем сами и кормим комаров. Их достаточно много, а горячая от супа кровь, видимо, еще вкуснее, чем обычная. После ужина Вика почти сразу пошла спать, а мы с Игорем сидим, болтаем о том о сём.
все-таки нечасто доводится увидеться. Утром встали рано. Сегодня нам нужно пройти около 13 километров, чтобы добраться до следующей пещеры. После завтрака собираем все вещи в рюкзаки. Вещей очень много. Напомню, с собой у нас еще и водное снаряжение, так что сборы немного затягиваются. В лесу уже довольно жарко. Солнце светит высоко, хотя на часах еще нет и 8 утра. Для начала нам предстоит вернуться к мосту через Чаньву по той же самой дороге, что привела нас сюда. От стоянки идет небольшой подъем, который по душному безветренному лесу преодолевается не очень легко. После непродолжительного отдыха идем дальше. На более широкой дороге уже есть небольшое движение воздуха, уже как будто полегче идти. На подходе к мосту нас обогнал турист-мотоциклист, задав пару вопросов о нашем походе. Дойдя до моста, решили все-таки избавиться от водного снаряжения. Все равно начинать сплав мы будем отсюда, так что таскать с собой лишние несколько килограммов незачем. Жалко только, что эта мысль не пришла нам в голову вчера. Неподалеку от реки нашли кусты погуще и спрятали в них лишний груз, накрыв камуфлированным дождевиком. Далее наш путь лежит в сторону поселка Скапкортне по вчерашней пыльной дороге, по которой мы ехали на такси от Яйвы. Но не доходя до Скапкортне около 2,5 километров, нам нужно будет свернуть налево. На развилке удачно встретилась беседка, садимся отдыхать. Матрасный отдых. Эта дорога, в свою очередь, ведет в сторону заброшенных деревень Махнева и Шубина, но нам по ней нужно дойти только до просеки с линией электропередач. Неподалеку с большой просекой пересекается просека поменьше. По ней идет плохая заросшая дорога, но почти в нужную сторону. Решили идти по ней и почти сразу же встретили следы медведя. Здоровые какие, блин. Ну, здесь еще жиже. По мере нашего продвижения трава на дороге становилась все гуще и выше. Чтобы случайно не столкнуться с косолапым, стараемся говорить громко, иногда кричать и свистеть. Здесь, пожалуй, стоит сказать, что пещера тайн, к которой мы сейчас и идем, была отмечена на нескольких найденных мною картах по-разному, поэтому и точного местоположения мы, к сожалению, не знали. Свернув с просеки, шли наугад через лес, сначала к одной точке, но там оказалось ровное место без намека на пещеру. Затем нашли скалу, спустились с нее и попали на берег реки Березовки. Я вижу реку. Осмотрев скалу, пещеру тоже не обнаружили. В одном из описаний говорилось, что пещера находится рядом с той заросшей дорогой, с которой мы недавно свернули. Вернулись проверить и тоже ничего не нашли. Копытный кто-то, наверное. Решили идти вниз по течению Березовки и осматривать все найденные скалы. Примерно через час блужданий по лесу увидели среди деревьев белую табличку с надписью «Тайн пещера». Очень обрадовались. Как я говорил в начале, это место было выбрано для посещения именно Игорем, а уже все остальные места и приключения добавил я, чтобы разнообразить путешествие. Игорь до недавнего времени работал научным сотрудником в Краеведческом музее в Саранске. На большом камне кости лежат. Не знаю, что это. Вот от позвонка. Сплюснутые.
Пещера Тайн является крупнейшим в прошлом кладбищем пещерных медведей. В 90-е годы некая коммерческая компания Nordwest, занимавшаяся поиском и продажей объектов палеонтологии, передала в Мордовский краеведческий музей сборный, но практически полный скелет пещерного медведя из пещеры Тайн. Так что у Игоря, как действующего сотрудника музея и постоянно наблюдавшего скелет в своей экспозиции, уже много лет была мечта побывать на родине этого медведя. И вот, наконец, он здесь. Пещера Тайн тоже особо охраняемая территория. Раскопки здесь запрещены, но, видимо, черные копатели добираются и сюда. Повсюду разбросаны окаменевшие осколки костей. Кость. Таза. Бегло осмотрев пещеру и немного охладившись в ней, решили поставить палатки и пообедать. Расстояние от входа в пещеру до реки Березовки около 200 метров. Мы с Игорем взяли всю свободную тару и пошли к реке за водой. Вода очень чистая, прозрачная и холодная. Жажда утоляет прекрасно, но ее все равно хочется пить еще и еще. Такая она вкусная и освежающая. У входа в пещеру нам приглянулся каменный уступ, на котором мы организовали небольшую кухню. Обедаем сегодня гречкой с мясом в сале. В качестве столов и стульев используем камни тут же на входе в пещеру. Вкусный сытный обед с видом на тайгу и прохладным дыханием из темных глубин – такое, пожалуй, может запомниться надолго. Пока обедали, над лесом сгустились тучи и начали потихоньку поливать дождем, который вскоре перерос в полноценную грозу. Наши палатки находятся внизу, среди деревьев, так что пока бушует стихия, пережидаем ее в пещере. После грозы всем захотелось вздремнуть, чем мы и занялись следующие пару часов. Входной грот пещеры Тайн в размерах уступает Вагульской. Высота его 10, а ширина 15 метров. Зато протяженность самой пещеры в несколько раз больше, около 500 метров. При раскопках здесь также были найдены следы присутствия человека, в том числе жертвенник Манси. Но наибольшую популярность среди ученых она получила благодаря найденным в ней окаменелым костям пещерных медведей, живших и вымерших в этих краях задолго до появления человека. Поскольку чаще всего их кости находили в пещерах, ранее считалось, что медведи ведут пещерный образ жизни, что и отразилось в их названии. Но позже ученые все же выяснили, что в пещеры медведи приходили в основном зимовать, если поблизости таковые имелись. Зимовки не всегда были удачными, и некоторые особи погибали, не дожив до весны. За тысячелетия в пещере Тайн накопилось более 16 тысяч костей, принадлежавших примерно 600 особям разных возрастов, от совсем юных до преклонного возраста медведей. Из этих костей было собрано множество скелетов, один из которых и попал в Мордовский краеведческий музей в Саранске. Пещерные медведи жили здесь примерно от 47 до 37 тысяч лет назад, причем современные бурые были ближайшими их родственниками, и жили они практически бок о бок. В размерах бурые медведи немного уступали пещерным, но из-за изменений климата и более скудного рациона питания последние вымерли, оставив после себя во многих пещерах целые так называемые кладбища. На скалу, в которой расположена пещера Тайн, можно подняться. Сверху открывается живописный вид на долину Березовки.
Впечатления от посещения этого места были бы неполными, если бы мы хотя бы немного не углубились в недра пещеры. К сожалению, туристами на ее сводах оставлено множество бессмысленных и неуместных надписей, портящих внешний вид. Внутри прохладно и влажно. При свете фонариков даже видно движение пара, который конденсируется на холодном камне, а затем капает на пол. Стены пещер сложены известняками, поэтому местами можно встретить и мондмильх, или лунное молоко. Огромная какая. От входного грота по узкому ходу можно попасть в основную часть пещеры. Мы же ограничились небольшим участком и далеко не пошли. День подходит к концу. К вечеру, да еще и после дождя, воздух немного остыл. Хотя в конце мая и в начале июня по ночам здесь практически не темнеет, все же вечером солнце начинает прятаться за высокими облаками, опускаясь все ближе к горизонту. Пока мы занимались приготовлением ужина на том же каменном уступе, прошел небольшой, но сильный дождь. Вскоре туча вместе с дождем ушла куда-то в сторону, а сквозь деревья стали пробиваться золотые лучи заходящего солнца. Появилось много насекомых, особенно комаров. Вика наскоро поужинала и ушла в палатку, потому что ее они кусают сильнее и чаще. Мы же с Игорем не торопились. Уж больно нам понравилось кушать в пещере на закате. А после ужина мы решили вновь подняться на скалу и полюбоваться закатом еще и оттуда. Ночью несколько раз шел сильнейший дождь. Мы боялись, что весь следующий день будет дождливым и пасмурным. Но утром, выйдя из палаток, увидели чистейшее голубое небо, яркое солнце и полный штиль. Завтракали снова на том же месте. Затем, собрав рюкзаки, отправились обратно к мосту через Чаньву. Еще вчера мы увидели тропу, ведущую к пещере Тайн снизу по течению Березовки. Решили идти по ней, так должно быть короче. Тропа довольно неприметная, иногда теряется в траве, но на деревьях местами развешаны метки. Там, где густая растительность и плохой обзор, кричим и свистим, чтобы внезапно не столкнуться с дикими животными. Эй! Немного поплутали сейчас, пока искали тропу, она раздвоилась. Мы пошли прямо, а надо было налево, видимо. Сейчас пойдем дальше просматривать. Постепенно тропа превращается в заброшенную дорогу. Она, в свою очередь, выводит на просеку с линии электропередач. От просеки идет уже хорошо накатанная дорога, которая приводит к небольшому заброшенному карьеру, расположенному рядом с дорогой, соединяющей Яйву и Скапкортную. Знать бы нам вчера, что здесь идти было бы короче и проще. От карьера до моста остается всего 1,5 километра, и вот мы уже на берегу реки. Ну вот все вещи на месте. Сейчас начнется сплав. За сутки с водным снаряжением ничего не произошло, и это радует, потому что оставлять лодки в лесу рискованно. Уж больно медведи любят их рвать когтями. Приступаем к сборке. Один покрафт таким насосом, как у нас, накачивается примерно за 5-7 минут. После этого остается только привязать рюкзак к лодке, и можно вставать на воду. Неспешная сборка заняла у нас чуть более получаса.
Игорь на таком плавсредстве будет сплавляться впервые. Вика показывает ему, как удобнее сесть в покрафт, затем Игорь немного потренировался работать с веслом, после чего мы дружно отправились в путь. Чаньва река быстрая, на ней много перекатов, вода чистейшая, и мы сразу были в восторге от нее, о чем спешили поделиться друг с другом. Вот по каким речкам надо сплавляться. По маленьким. Длина Чаньвы от истока до устья 70 километров. Благодаря небольшой протяженности широкая река стать не успевает, а узкое русло и высокие берега, поросшие густой тайгой, вызывают у нас чувство уюта. Сплавляемся мы по ее низовьям. Стапель находится в 22 километрах от устья. Впадает Чаньва в Яйву, и мы, соответственно, продолжим дальше наш сплав уже по ней. Общий километраж сплава составит около 60 километров. Игорь постепенно привыкает к управлению покрафтом, хотя с таким хорошим течением нужно всего-то подруливать веслом, да местами отгребать от берега на прижимах. Незаметно пролетели первые километры, и мы подошли к устью уже знакомой нам реки Березовки. Если в Чаньве вода просто чистая, то в Березовке она кристально чистая, поэтому набираем все свои емкости про запас, ну и, естественно, утоляем жажду. Сплав продолжается. Солнечный, по-летнему жаркий день, красавица река, яркие краски повсюду, пение птиц и плеск воды. Все это невероятно сильно поднимает настроение. Хочется, чтобы эти мгновения тянулись долго, а еще лучше, чтобы они не заканчивались. После часу дня начали подыскивать место, чтобы остановиться на обед. На одном из поворотов реки я увидел на правом берегу тропинку, спускающуюся к воде. Скорее всего, здесь стоянка. Останавливаемся посмотреть. Большой костер нам не нужен. Для маленького котелка достаточно нескольких маленьких веток. Приготовили рис с мясом в сале. Получилось вкусно. Едим быстро, потому что на берегу задерживаться не хочется. Слишком жарко. На воде такой жары нет. Дальше Чаньва стала чаще петлять, по берегам появились скалы. В основном они небольшие и спрятаны за деревьями, но иногда встречаются и открытые. Прозрачностью воды мы можем налюбоваться до сих пор, особенно когда освещение позволяет разглядеть дно реки в мельчайших подробностях. Небольшой участок реки, который мы проходим после обеда, длиной немногим более 6 километров, просто изобилует скалами, перекатами и в целом создает впечатление, что мы находимся не на таежной реке, а на горной. Порой ее русло сильно сужается, скорость течения увеличивается, и глядя на подводные камни в таких местах, ощущаешь свою скорость, которая даже кажется нереально большой. Названия многих рек на Урале образованы от коми-пермяцкого слова «ва», которое переводится как «вода», и второго слова, которое, как правило, своим значением характеризует реку. Слово «чань» в названии Чаньвы тоже коми-пермяцкое и переводится как «жеребенок». В топониме это слово обозначает скорость, быстроту реки, но и большое количество перекатов, на мой взгляд, тоже может характеризовать реку как молодого скачущего игривого жеребенка.
На всем протяжении реки раскидано множество скал, в которых благодаря карстовым процессам появились различные пещеры. Вагульское капище – лишь одна из множества пещер, поскольку самая доступная. Другие, менее известные, расположены выше по течению. Одни их названия чего стоят – Малая и Большая Всеволодовские, лабиринт подземных охотников. Жалко только Чаньва до автомобильного моста летом сильно мелкая, иначе можно было бы удлинить сплавной участок почти на 30 километров, да посмотреть больше пещер. Заканчиваются последние крупные излучины Чаньвы. До устья еще около 13 километров, но река уже будет равнинной. А здесь, на выходе из высоких берегов, осталось еще несколько бурных перекатов в обрамлении красивых замшелых скал. В глубоких ямах вода, подсвеченная солнцем бирюзового оттенка из растворенных в ней минералов. Как раз такие виды и создают ощущение нахождения на горной реке. Вечереет, берега и река начинают погружаться в тень. Мы тем временем подумаем о поиске стоянки, но понимаем, что сильно надеяться на нее не стоит, потому что сплавной участок довольно небольшой и проходится туристами он обычно быстро. Скорее всего, стоянки будут на Яйве, но нам хочется переночевать на Чаньве и не прощаться с ней так быстро. К половине шестого нашли вполне удобное место на открытом галечнике. Тут и кострище есть, и места под палатки полно. Останавливайся не хочу. Но то ли меня смутила эта открытость, то ли хотелось обычную стоянку на высоком берегу, в траве и с деревьями. Но я убедил всех плыть дальше и искать другое место. В итоге этот поиск растянулся еще на целый час. Вскоре и тайга постепенно отошла в сторону, и на смену ей поползли бесконечные непролазные кусты ивы, без намека на выход на берег. Уже и лэп, идущую в деревню Махнево, проплываем, а это всего 5 километров до устья. Я уже и сам не раз пожалел о том, что мы не остановились на том галечнике, но назад, к сожалению, не вернуться. Через час место было найдено. Ай, стоянка! О, отлично. Это был точно такой же галечный пляж, как и до этого, но ночевать мы решили здесь и больше судьбу не испытывать. Тем более место очень хорошее, чистое. Быстро разбили лагерь, Вика спряталась от комаров в палатку, а мы с Игорем приступили к обустройству костра и приготовлению ужина. Подходит к концу очень насыщенный на приключения день. Еще утром мы были в пещере Тайн.
Затем прошли несколько километров до реки, прошли 19 километров по шикарной красивой реке Чаньва, а сейчас даже не верится, что все это произошло всего за один день. Завтра мы уже будем на другой, более крупной Уральской реке. И об этом, а также многом другом я расскажу во второй части фильма. Друзья, если вам понравился фильм, подписывайтесь на канал. Также предлагаю подписаться на группы ВКонтакте и Телеграм. Перейти к ним можно по QR-кодам на экране или по ссылкам в описании. Большое спасибо за просмотр и до скорых встреч!